Я всех приветствую на канале, парни и девушки. В этом видео у меня не будет прям конкретной железки на обзоре, а я покажу вам сразу несколько различных вещей, которые я выбрал на распродаже Черная Пятница. Итак, если коротко, то знакомый нами всеми стор Молния Electronics и мои тоже знакомые обратились ко мне с просьбой рассказать о распродаже. И взамен за это мне бартером обещали дать, то есть абсолютно любые 5-6 товаров, связанных с компьютерной техникой. Хотя можно было, конечно, взять там и телевизоры, и ноутбуки, но я решил вот прям не сильно, знаете ли, выделываться и закинул в корзину один очень интересный компьютер за 45 тысяч. Далее я сюда же забросил один планшет Huawei за 25 тысяч. И еще мне понравились беспроводная мышка и клавиатура механическая за 3200. Ну и в конце, раз уж я недавно вакцинировался, то решил начать принимать 5G связь и также взял роутер Xiaomi с поддержкой Wi-Fi 6. Если честно, я не успел еще толком прям протестировать все эти железки. Очень немало сразу на меня обрушилось различных дел на конец 2021. Там и день рождения был у меня недавно, 22-го, и еще опять-таки я занимался вакцинацией, после которой я, кстати, парочку дней просто лежал с температурой. Короче, у меня накопилась куча задолженностей перед компаниями, и конкурс на канале тоже как бы надо позакрывать. В общем, парни, в этом видео я быстренько буквально пройдусь по всем товарам, оставлю ссылочки в описании, и уже потом, как освобожусь, сниму обязательно полноценное видео о компьютере, о Wi-Fi роутере и также о планшете. Из всех товаров я успел пощупать и даже пользуюсь в данное время именно клавиатурой и мышкой, и вот именно с них мы и начнем наше видео. Что ж, друзья, уже буквально сегодня с 25 по 30 ноября на Молния Electronics идет распродажа, и данную беспроводную мышку можно купить за 2800 рублей, если применить купон и промокод. Это понятное дело. Если честно, я не знаю сегодня мышек с таким комплектом, то есть там 16 тысяч DPI, чтобы она была на аккумуляторе с радиосвязью, на проводе, и ее можно было использовать даже с поддержкой Bluetooth. Плюс к этому у нее есть подсветочка, есть сменные панели сверху, и все это, еще раз напомню, за 2890 рублей. Поэтому я и выбирал именно эту мышку для видео, чтобы показать своим зрителям лучшие товары, которые я бы лично сам себе купил, не будь у меня мышки вообще. Кстати, Молния Electronics хоть и находится на AliExpress, но доставка у них идет из России, и ко мне все товары приехали за 3-4 дня. Это очень быстро, это не из Китая по 2-3 недели. Причем все эти товары, они русифицированы, имеют чек и поддержку от производителя. В общем, мышку однозначно я рекомендую, и следом у нас идет механическая беспроводная-проводная Bluetooth клавиатура от китайской компании, что и прошлая мышка под названием Механики, и ее цена 3200 рублей. Эта клава стала для меня интересна тем, что она поддерживает не только русскую раскладку и Windows, но и также она имеет раскладку под Mac OS и всякие там iMac, и даже, внимание, для айфонов и Android планшетов и смартфонов. То есть эту клаву можно законнектить буквально ко всему, что возможно, от смартфона до компьютера, и взял я ее именно под одно из видео, которое будет у меня очень скоро на своем канале. Что насчет самой клавиатуры, то у нее металлическая лицевая подложка спереди, все буквально, абсолютно все имеет подсветочку, и управляется эта подсветка очень просто обычным колесиком сверху, что очень удобно, и не нужно ничего там как бы зажимать, всякие там клавиши и так далее. Я взял себе именно эту механику на Blue свечах, они довольно шумные, но мне нравится, знаете, такая печатная машинка. Есть вариант также этой клавы на Black свечах, они заметно тише, я бы даже сказал очень тихие. Одним словом, это лучшая мультимедийная механическая клавиатура для всех операционок и даже для смартфонов, плюс она с подсветкой и на аккумуляторе заряжается через Type-C. Короче, это лучшая клава за 3200 рублей, я оставлю себе эту клавиатуру в личное пользование, даже при этом отказался я от Logitech Pro за 10 тысяч, ведь она как бы не беспроводная, то есть и только для Windows, и стоит при этом в 3 раза больше. Logitech здесь как бы извините, но китаец за 3200 заметно лучше лично для меня. Ну окей, ладно, едем дальше. Теперь у нас на очереди Wi-Fi роутер Xiaomi, и вот тут, пожалуй, я поделюсь только распаковкой. Так еще, я повторюсь, не успел все это снять, но если судить о первом знакомстве и тем возможностям, что дает нам Wi-Fi 6, то меня ждет, по идее, ну как минимум плюс 35% к общей скорости, вплоть до 3000 мегабит в
секунду. Плюс к этому заметно меньше станут задержки в сетевых играх и самое важное, очень стабильная связь за счет 7 антенн и внимание 6-ядерного процессора Qualcomm внутри этого роутера. То есть сегодня уже, знаете, стабильная и быстрая связь с интернетом имеет очень большое значение. Дома у людей появилось очень большое количество всяких там девайсов от смартфонов до электрочайников, и все они съедают потихонечку, но съедают ваш Wi-Fi на роутере за 1000 рублей. Тем более у меня дома 3 консоли, 2 компьютера, 3 ноутбука, планшеты, смартфоны, Яндекс-станции, всякие колонки, облачный гейминг я тоже частенько использую, поэтому мне нужна прям максимальная скорость интернета по воздуху. И пока что лучшее, что может предложить нам человечество, это Wi-Fi 6. Я все еще пока что не успел протестировать данный роутер, как бы я не успеваю по времени, но судя по видео в интернете, разница в скорости будет ну очень заметна, и даже вот как бы здесь не в скорости дело, а в стабильности этой самой скорости. Если, скажем, вы подключитесь, то есть кто-то подключится, там 5, 6, 10, 20 человек со своими смартфонами, планшетами и так далее. В этом случае все будет стабильно и все будет в порядке. Хотя, если, знаете, вот выкачивать 4К Blu-ray фильм через торрент, то, наверное, даже здесь все почувствуют падение скорости. Короче, будут еще полноценный обзор на роутер от Xiaomi. Стоит он в сторе Молния после всех купонов и скидок на распродаже 6150 рублей. Вся документация на русском. Это русифицированный роутер. Здесь не будет всяких там китайских настроек через роутер. Короче, ссылочки я оставлю в описании под этим видео. Теперь давайте уже с вами перейдем наконец-то к планшету Huawei MatePad 11. В общем, планшет я тоже взял не для себя лично. У меня будет тоже там одно видео в скором времени. Также будет конкурс на этот планшет. Для этого мне понадобился очень мощный планшет. И как бы здесь будет сравнение с конкурентом от Xiaomi. И первое знакомство от распаковки до включения в целом у меня осталось приятно. Этот же планшет я потом подарю своим зрителям чуть-чуть попозже. Скажу сразу, это Ростест, это не китайская прошивка. Этот планшет можно отнести в сервис Huawei. И судя по начинке внутри, у нас, наверное, один из самых мощных таблетов, что можно сегодня вообще найти в продаже. У него мощный процессор Snapdragon 865, 6 оперативы, 64 постоянки, но есть версии и на 128, и на 256. Ну и как бы далее еще у нас здесь 2К экран на 11 дюймов, и стоит такой планшет в Молния Electronics на распродаже 25 тысяч вместо 35. Мне кажется, это отличный конкурент Xiaomi Mi Pad 5, тот самый Mi Pad, который так сильно понравился техноблогерам. У меня есть дома именно этот планшет от Xiaomi, и я бы не сказал, что он прям лучше конкурента от Huawei. Наоборот, мне даже больше нравится именно MatePad 11. Об этом у меня будет еще полноценное видео. Ну а так в целом, что хотелось бы еще сказать. Ну, первое знакомство оставило в целом приятное впечатление. Очень тонкий, очень легкий планшет на мощном железе, и сам экран тут тоже явно выше среднего. Одним словом, пока что мне заочно понравился этот MatePad 11. И теперь в конце давайте перейдем уже к персональному мини-компьютеру за 45 тысяч рублей. И что самое интересное, в этом чудо-компьютере за 45 тысяч даже поставили внутри видеокарту RX 550. Точнее, это не то чтобы прям видеокарта, так знаете, вот с большой буквы, нет. Это все-таки лучше, чем любая встройка, и это лучше из худшего, скажем так. Но компания MyBenben продает данный ПК на распродажу вместо 67 тысяч за 45. Я пока что не стану вам рассказывать, что у него находится внутри, пусть это останется под небольшим секретом, но скажу наперед, в данное время я тестирую уже этот компьютер, чтобы выложить видео уже очень скоро, и уже через недельку я покажу вам, что у меня здесь получилось. Если пока что вот предварительно я скажу, что я в небольшом шоке. В шоке от того, что китайцы придумали внутри, и, наверное, это самое необычное, что я видел в 2021 из всех компьютеров вообще. Короче, скоро будет уже видео, я пока что вот именно тестирую. Это было первое знакомство. Еще раз напомню, что прямо сейчас идет распродажа у Молния Electronics. Будет она длиться до 30 ноября. Все ссылочки смотрите в описании под этим видео. Ну а мы, друзья, увидимся с вами уже очень скоро. Остаемся на связи. До новых встреч и пока-пока.